Всем привет на канале Спутниковое ТВ. В этом видео сделаем простейшую антенну Т2. Я люблю, как и вы, наверное, все, простоту. И поэтому решил, не заморачиваясь, показать, как можно максимально быстро из подручных средств сделать достаточно эффективную антенну, которая будет принимать Т2 не только в пределах города, но и, наверное, в ближнем пригороде. А также это все можем еще дополнить усилителем, и это будет работать и в дальнем даже пригороде. Как я сказал, люблю я простоту в этом деле, поэтому покажу несколько самых простейших вариантов с использованием медной проволоки, обязательно без изоляции, моножила, сечением от 2 до 4 мм, самое такое оптимальное сечение. Медная, конечно, это в идеале, можно алюминиевую использовать, это у всех есть, но, естественно, прием лучше будет на медную. И обязательно очистить от изоляции это все дело. Так, ну, можно еще, кстати, использовать просто обычный кабель, у него медная жила, как правило, либо обмедненная, что в принципе тоже не мешает приниматься сигналу, потому как сигнал принимается поверхностью проводника. И то же самое мы снимаем верхнюю полностью изоляцию с кабеля и получаем вот такую вот, по сути, медную проволочку. И из нее делаем уже те размеры, которые я сейчас покажу. Ну, это уже как вариант вообще самый-самый простейший. Я нашел два куска вот такой вот медной проволоки. Одним куском не удалось найти. Ну, это не важно, по большому счету. Что мы имеем? Самый простой вариант, это самый эффективный даже, наверное, так скажем. Это антенна Харченко, либо двойной квадрат, биквадрат. Рассчитывается он, не будем вдаваться в подробности, кому интересно, посмотрите, кто не знает. Я объясню очень просто на руках. Длина волны в среднем для Т2 диапазона, это там, возьмем 500-600 миллиметров длина волны. Нам нужна полуволна, соответственно, 25-30 миллиметров. 250-300 миллиметров, 25-30 сантиметров. И учитывая стороны эти все, мы имеем здесь, если это все будет у нас 25-30, то стороны будут примерно по 12,5-13 до 15 сантиметров сторона. Наверное, плохо видно, но в общем 500-600 миллиметров длина волны, делим пополам, полуволна это 250 примерно. То есть у нас вот такие вот такой формы, да, получается два контура. И соответственно вот у нас полуволна, мы ее делим на 4 части. Кусочки у нас будут по 13 сантиметров. Это краткая теория. Берем эту проволоку. Вообще, в принципе, нам больше ничего не нужно иметь. Берем проволоку, начинаем изготавливать эту антенну. Отступив сантиметр примерно. Я делаю все это быстро, вручную, и потом проверим, как оно работает. Возьмем 13 сантиметров изгиб. В идеале, конечно же, делать все это ровненько, в тисках и так далее. Но я люблю быстро и эффективно. Загибаем. Ну, тут нужно немножко выдержать 90 градусов угол. Ну, вот так, примерно так. И берем еще раз 13. Вот у нас один из контуров готов. Это теперь мы разгибаем. Все это вручную делать, без инструментов вообще. Я думаю, это вам понравится тем, кто не хочет где-то что-то там покупать, мутить. То есть вот это вот один у нас полуконтур. Вот это не должно иметь между собой короткого замыкания. Вот так вот я загибаю в простейшем варианте. Убираю лишнее. Опять же, подручными, по сути, средствами. И второй контур делаем такой же. Но я бы сделал не 13, а, к примеру, 12,5 сантиметров. Загибаем все в той же форме. И изготавливаем вторую часть. Возьмем 12,5. Раз, сломали.
12,5. 2 сломали. 12,5 возьмем еще раз. И делаем такое же ушко. На 12,5 сантиметров. Вот тут. Вот таким вот образом. Убрали опять лишнее. Все, получили два контура. Можно сделать с одного куска длинного. Если нет, я показываю вообще самый вариант, когда вообще ничего нету. Очень хочется сделать какую-то антенну. Значит, опять же, паять. В идеале это все спаять, имея паяльник, умея паять и прочее. Но мы берем такой вариант, когда мы не имеем паяльника, не умеем паять. У нас есть только лишь кусочки 2 проволочки, которые в принципе даже по длине не совсем совпадают, то мы используем еще вот такие вот винтики. Можете критиковать, конечно, меня, но опять же повторюсь, показываю самый простейший вариант. Берем эти винтики, раз, два, шайба и гаечкой заворачиваем. Берем второй такой же винтик. Найти можно от чего угодно, где-нибудь выкрутить и так далее. Лишние вот эти кусочки лучше пообрезать. Шайбочка и еще одна гаечка. Я думаю, вот этот вариант вообще будет проще некуда. Подтягиваем. И здесь нужно уже выдержать правильную форму. Так, подгоняем эту форму. И еще немножко подтягиваем наши винтики, чтобы был хороший контакт в местах соединения двух квадратов. Вот, по сути, не имея даже соответствующей длины проводника, мы уже сделали какое-то подобие антенны Харченко. Повторяюсь, я делаю просто для примера, очень быстро, и здесь, естественно, не должно быть короткого замыкания. Для этого здесь, опять же, в простейшем виде можно использовать, ну, к примеру, даже взять крышечку. Это тоже у всех, наверное, есть, от баклажки. И сделать два отверстия. Это все дело вот так вот, либо вот так поместить на крышечку. Это все будет жестко держаться. Не буду этого делать пока. Далее, конечно же, берем кабель. Затачиваем оплеточку. Обязательно не коротим с центральной жилой. И вот таким вот образом убираем фольгу в сторону. Под эту же гаечку подбрасываем с одной стороны оплетку, с другой центральную жилу. В идеале использовать еще одну шайбу и гаечку. Но мы не в идеале, и у нас ничего нету. Поэтому мы подбрасываем все туда же. Конечно же, это все поржавеет, окислится, если вы не будете это все изолировать и использовать на улице. А если в доме и вы недалеко от телецентра, то это будет, в принципе, наилучшим вариантом. Подбрасываем сюда. Так, в итоге получаем примерно вот такую тему. Это тоже можно тут смотать изолентой или скотчем, если нет изоленты. Размещается она восьмерочкой. Не вот так, а восьмерочкой.
либо так, если удобно, восьмерочкой. Ну, это не суть важно, но восьмерочкой. Сейчас попробуем, подключим, протестируем. Ну, с обратной стороны кабеля, естественно, цепляем разъем. Это, я думаю, всем понятно и без того. Второй вариант. Еще можно вот здесь под винты, как я это, в принципе, буду использовать, поставить вот такую вот плату. Это усилитель. Вот так вот, таким вот образом. Здесь заворачиваем еще по две гаечки, по одной гаечке, и вообще шикарно. Но кабель тогда подключается уже по-другому. Эта плата, это усилитель из так называемой сушилки, польской антенны. Это 49-й, один из достаточно мощных, рассчитанных, по-моему, на 50 километров, СВА-49. Вот, питается 12 вольт, которые идут по кабелю. Для питания нужен блок питания специальный от либо от польских антенн, либо же есть питание в ресиверах. Ой, какой-то 49-й, там 3 девятки, 3 семерки и так далее. Это будет намного эффективнее. В общем, такая вот антенна. Сейчас протестируем. Итак, проходит поиск. И, честно говоря, когда лепил ее там на столе, эту антенну, честно говоря, даже не ожидал, что будет какой-то результат. И вообще не ожидал, что она будет работать. Ну, как видим, уже 16 каналов она приняла. Это при том, при всем, что я сейчас нахожусь далеко не в Харькове, примерно на расстоянии 20 километров, может даже чуть больше. И антенна на высоте, ну, моего роста. Вот сейчас я покажу, как она отсканирует, и покажу, как она висит на стенке. То есть вот уже 16 каналов принято. Так что все работает. Так, 70%, 77%, 24 канала уже приняли мы. $32 канала. Сканировать. Переставлю антенну на другую сторону. Так что мы... И это, повторюсь, слеплено. Вы только что видели как. То есть, если рассчитать и все более тонко сделать, то, в принципе, я думаю, будет результат еще более интересней. Все, воткнуло. Подниму. И попробую направить так, как оно было. Все работает. Так не работает. Так работает. Все, класс.